Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Игнатьев Михаил. Я врач-методист специального конструкторского бюро экспериментального оборудования. Я продемонстрирую вам в эксплуатацию аппараты серии «Ингалит» для дыхания подогретой кислородно-гелевой смесью. Вашему вниманию представляется аппарат «Ингалит V201». Он представляет из себя сам аппарат, который устанавливается на стойку. В стандартную комплектацию к аппарату входят кабель питания, ключи для подключения баллона, переходник для баллонов с нестандартным вентилем с комплектом прокладок, клапан Рубена для подключения к нагревательному элементу в количестве 2 штук, переходник для подключения клапана Рубена к нагревательному элементу, переходник с манометром для контроля уровня газа в системе, газовая трубка, а также 2 маски для дыхания. После установки аппарата на стойку устанавливается баллон. Для установки баллона с кислородной гелевой смесью откройте шпильку стойки, установите баллон на площадку и закройте верхнее крепление баллона, закрепив шпилькой. Собираем дыхательный контур. Для этого в первую очередь берем переходник с манометром и прокладку. Переходник с манометром с установленной прокладкой присоединяем к баллону с помощью комплекта ключей. Подключаем, устанавливаем конструкцию непосредственно к аппарату. Для проверки правильности подключения баллона открываем вентиль. По показаниям манометра можно судить о наличии давления в системе. После открытия баллона слушаем, чтобы в местах соединения не травил газ. Это означает правильное подключение баллона. Закрываем вентиль. На задней панели прибора есть кнопка сброса давления. Подключаем аппарат к сети с помощью кабеля питания. Подсоединяем дыхательную трубку к аппарату. После подключения дыхательной трубки к аппарату подключаем ее к нагревательному элементу. После подсоединения дыхательной трубки к нагревательному элементу подключаем дыхательную маску с помощью переходника и клапана Рубена. Переходник. Клапан Рубена. Подключаем его синей стороной к переходнику. После подключения клапана Рубена присоединяем маску. Таким образом, дыхательный контур собран и аппарат готов к работе. Включаем кнопку питания. На электронном табло отображаются зеленые индикаторы. Открываем баллон. Также по манометру судим о наличии давления в системе. На лицевой панели аппарата находится кнопка запуска процедуры, установка времени процедуры, а также установка температуры процедуры. Для установки времени процедуры необходимо воспользоваться 2 кнопками. Кнопками уменьшения времени или кнопками увеличения времени. И кнопка установки температуры дыхательной смеси. При нажатии на кнопку температура увеличивается на 5 градусов Цельсия. Максимальная температура дыхательной смеси 99 градусов Цельсия. Устанавливаем необходимую температуру и время процедуры. И нажимаем кнопку «Пуск». Устанавливаем время. Нажимаем «Пуск». Зеленая лампочка должна замигать. При первом включении аппарата мы рекомендуем выставить время на 1 минуту больше, для того, чтобы нагревательный элемент успел прогреться до необходимой температуры. Ставим на 1 минуту больше, для того, чтобы нагревательный элемент успел прогреться. Нажимаем кнопку «Пуск».
Зеленая лампочка должна замигать. После истечения 1 минуты даем пациенту дышать. Мы рекомендуем следующий порядок проведения процедуры. 5 минут пациент дышит, 5 минут отдыхает, 5 минут дышит, 5 минут отдыхает и затем также 5 минут дышит. Общее время проведения одной процедуры 25 минут с разделением по 5 минут отдыха. Если пациентов двое, то в то время, пока первый пациент отдыхает, можно поменять маску и дать дышать второму пациенту. Если пациенту сложно дышать, давление возможно регулировать специальным клапаном. По истечении времени процедуры аппарат издает сигнал об ее окончании. После непрерывной работы аппарата в течение 30 минут необходимо дать остыть нагревательному элементу в течение 5-7 минут. Если пациенту выставлена температура некомфортна, есть возможность понизить температуру. Процедура останавливается. Далее устанавливается более низкая температура. И также процедура продолжается. Перед отключением аппарата перекрываем подачу газа, закрывая вентиль баллона. Сброс давления необходим для безопасного переподключения баллона, а также для снятия избыточного давления в аппарате. Если пациенту трудно дышать через маску, возможно подключение мундштука. Для возможности выдоха мундштук оборудован специальным выпускным клапаном. Благодарю за внимание. Будьте здоровы!